Вы знали, что за стакан воды после 7 вечера корейского айдола могут жестко наказать? Индустрия кей-поп славится своими драконовскими правилами. Но что происходит, когда суперзвезды решают сказать системе «нет»? Сегодня мы разберем самые безумные запреты для корейских артистов и вспомним легендарные случаи, когда айдолы нарушали правила прямо под носом у своих менеджеров. Начнем с самого болезненного – еда. Контроль веса в кей-поп – это настоящая спартанская школа. Агентства запрещают айдолам есть практически все, что приносит радость – хлеб, фастфуд, сладости и газировку. Но голод – не тетка, и тяга к запретному плоду рождает гениальные планы побега. Вспомнить хотя бы лидера группы BTS RM. Во времена, когда он еще был стажером, диета была настолько суровой, что обычная черная лапша казалась ему пределом мечтаний. Однажды во время тренировки он просто не выдержал. Он соврал менеджеру, что ему срочно нужно в туалет из-за боли в животе. Вместо этого RM выбежал из здания, добежал до ближайшего ресторанчика и буквально за 4 минуты всосал целую порцию лапши, после чего, как ни в чем не бывало, вернулся к репетиции. А как-то раз он вместе с Ви гулял по улице, и они тайком ели мороженое. Вдруг они заметили черный фургон компании. Чтобы не попасться с поличным, парни не придумали ничего лучше, как быстро засунуть тающее мороженое прямо себе в карманы брюк. И ведь сделали вид, что все в порядке. Но если парни действовали в одиночку, то девушки из группы Twice подошли к делу с командным духом. Им было строго-настрого запрещено заказывать еду в общежитии. Менеджеры бдели на первом этаже здания. Что же придумали девочки? Они заказывали доставку, связывали между собой несколько пар обувных шнурков, опускали эту импровизированную веревку через окно и аккуратно поднимали пакеты со свиными ножками прямо к себе в комнату. Вот это, я понимаю, настоящая командная работа. Следующий запрет, пожалуй, самый известный. Это знаменитый дейтинг-бан, запрет на личные отношения. Обычно он длится от 3 до 5 лет с момента дебюта. В некоторых агентствах правила доходят до абсурда. Например, во времена стажерства участниц Blackpink парням и девушкам из одной компании запрещалось даже находиться в одной комнате или пересекаться в коридорах. Время их обеда в столовой было строго разграничено. Но молодые, красивые и популярные люди всегда найдут способ влюбиться. И одним из самых легендарных изобретений айдолов стал так называемый сэндвич инкигая. На музыкальном шоу «Инкигая» в буфете продавали очень популярные сэндвичи. Артисты быстро поняли, что это идеальное прикрытие. Они аккуратно разворачивали пластиковую упаковку, прятали внутрь записку со своим номером телефона и передавали этот сэндвич объекту своей симпатии под предлогом дружеского угощения. Сколько культовых пар началось с одного обычного бутерброда, история умалчивает. А как вам история от участниц группы Girls' Day? Хери и Юра как-то раз решили сбежать ночью из общежития, чтобы просто немного развлечься и погулять. Но на двери стояла сигнализация, а менеджер спал в соседней комнате. Девочки проявили чудеса ловкости, одна из них изо всех сил зажимала динамик дверного звонка руками, чтобы приглушить звук пищащих кнопок, пока вторая медленно вводила код. Они успешно сбежали, но самое смешное, что по возвращении их ждал грандиозный скандал, их все-таки раскрыли. Но девчонки ни о чем не пожалели. Вы думали, что звезды сами выбирают, как им выглядеть? Как бы не так. Стилисты контролируют каждый сантиметр их тел. Айдолам запрещено стричься, краситься или менять форму бровей без официального одобрения руководства компании. Но правила созданы для того, чтобы их нарушать, верно? Самым забавным бунтарем в этом плане стал Джин из BTS. В 2018 году он решил, что его челка стала слишком длинной и мешает ему смотреть на мир. Вместо того, чтобы просить разрешения у целого штата стилистов, Джин просто взял обычные кухонные ножницы, подошел к зеркалу, включил камеру телефона и сам отрезал себе волосы. Видео мгновенно стало вирусным. По слухам, стилисты агентства были на грани прединфарктного состояния, ведь им пришлось экстренно исправлять этот кулинарный шедевр прямо перед концертом.
Но если челка – это мелочи, то татуировки в Южной Корее до сих пор остаются жестким табу на телевидении. Их часто замазывают блюром или заклеивают пластырями телесного цвета. Однако Чингук из BTS и Чион из группы Twice решили пойти против течения. Они начали открыто забивать руки татуировками, ломая консервативные стереотипы. Да, сначала им приходилось носить одежду с длинными рукавами, но их смелость заставила всю индустрию стать более терпимой к личному выбору артистов. Агентства K-pop продают фанатам образ идеальных существ, которые питаются исключительно росой и солнечным светом. Им запрещено ругаться, показывать вредные привычки и, конечно же, употреблять алкоголь в кадре. Но наши любимчики – обычные люди, и они тоже любят расслабиться. Помните Бонгу из группы TXT? Во время одной из своих трансляций он спокойно попивал что-то из темной банки, уверяя взволнованных менеджеров и фанатов, что это просто традиционный корейский ячменный чай. Все шло отлично, пока банка случайно не повернулась к камере другой стороной, и все увидели крупный логотип известного пивного бренда. Эта история мгновенно разлетелась на мемы, а ячменный чай стал локальной шуткой фандома. Также айдолов часто ловят на использовании электронных сигарет. Стоит такому девайсу случайно промелькнуть на заднем плане фотографии или трансляции, как агентства тут же выпускают официальные извинения. Но фанаты все чаще относятся к этому с пониманием. В конце концов, взрослые люди имеют право на свои маленькие слабости. Один из самых строгих запретов касается интернета. Большинство айдолов не имеют права заводить личные аккаунты годами, а все их публикации проходят строгую модерацию менеджеров. Прямые эфиры тоже должны быть согласованы до единой минуты. Но Чингук из BTS снова переписал правила игры. Он устраивал настоящие партизанские трансляции прямо посреди ночи без какого-либо ведома стаффа. Чингук просто включал камеру на платформе Weverse, пел в караоке, пил пиво, общался с миллионами зрителей и честно говорил: «Наверное, завтра меня сильно отругают в агентстве, но мне все равно, я просто хочу побыть с вами». И за эту искренность фанаты любят его еще сильнее. Но самый громкий, революционный бунт в истории кей-поп устроили Хёна и Идон. Когда их агентство Cube Entertainment попыталось скрыть их роман и выпустить стандартное опровержение, Хёна лично вышла в свои социальные сети и подтвердила отношения. Она заявила, что не хочет врать своим поклонникам. Компании это не понравилось, и влюбленных со скандалом выгнали из агентства. Но этот шаг показал всей индустрии: артисты больше не хотят быть безвольными куклами и готовы бороться за свое счастье. Конечно, жесткие правила в корейском шоу-бизнесе создаются для защиты идеального образа звезд. Но парадокс в том, что именно эти маленькие бунты, человеческие слабости и искренние признания делают айдолов по-настоящему живыми, близкими и любимыми миллионами людей по всему миру. А какой запрет показался вам самым глупым? И чей бунт вас повеселил больше всего? Обязательно пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео и делиться им с друзьями-капоперами. До встречи в новых выпусках.